This I can tell you from my own experience in my life. И вот если я вам расскажу о своем собственном опыте, своей жизни, You cannot believe that вы можете не поверить, что I was drinking coffee in very large quantities. я на самом деле пил кофе достаточно очень много. From my early age. Вот, с раннего детства. So wherever anybody offers coffee, I never rejected. I used to drink. И всегда, когда кто-то предлагал кофе, я никогда не отказывался и всегда пил. And it didn't make any problem also for me. И тогда это не сделало никаких проблем для меня. I was enjoying drinking coffee. Я наслаждался тем, что пил кофе. Then, и потом, about 37 years ago or 38 years ago, one morning, 37 лет тому назад, одним утром, when I was doing my prayer and meditation, я совершал свои молитвы и медитацию. Then it came in my mind, why should I drink coffee? И затем пришла мысль в мой ум, зачем мне пить кофе? When I know that it is not good, если я знаю, что это нехорошо. If I should tell this also to advise also to others not to drink. Если я тем более должен это говорить другим, что это нехорошо пить кофе. And when I am drinking it, how can I tell others not to drink? Но если я сам пью, как я могу это говорить другим? This came in my mind. Вот это пришло в мой ум. Then, luckily, и тогда my will could be stronger than my mind and said, stop now. Моя воля была сильнее моего ума и сказала, все, теперь останавливаемся. And that one moment finished. И вот за один момент я прекратил. Never again. И больше не пил. No coffee in my life. Кофе. Only today, not tomorrow. If I say, from tomorrow I will do it, you can never do it. Ну вот если вы скажете, все, с завтрашнего дня я не буду пить, это не сработает. Прямо сейчас, с этого момента. When you feel this is good, do it now. Когда вы чувствуете, что это хорошо, делайте это сейчас. Suppose if your mind is focused to something bad, например, если you wanted to do something bad, ум сфокусировался на чем-то плохом и хочет сделать что-то плохое, then you should say not now. See tomorrow. Вот тогда вы должны сказать своему уму, не сейчас, давай завтра. Suppose any friend of mine, he says, for this time you can have a sip of beer or something. Ну вот, например, какой-нибудь мой друг предлагает мне, ну давай вот сейчас глоточек пива, глотни немножко. Then my mind say, what happens if I just taste it? А мой ум тогда подумает, а что произойдет, если я буквально чуть-чуть это самое Then my will should say, not now, let us see that tomorrow. Вот тогда нужно сказать своему уму, не сейчас, потом. Not now. Не Tomorrow сейчас. again, if mind says, not now. А завтра, если ум опять скажет, опять говоришь, не сейчас. So therefore, you have to practice this. Вот это надо практиковать. Вы должны это практиковать. So I can tell you from my experience. I could leave coffee. Я вам говорю своего опыта. I could leave coffee suddenly. Вот я оставил кофе сразу же. And I have not allowed any of these things. И не позволял никаким этим вещам. Because to use your will properly. Потому что использовал свою волю правильно. So habit is stronger, very strong. Вот привычка, она очень сильна, она сильнее. So that is what is also said here. You have to
You have to push the old habits, unrequired habits, Вот, unrequired emotions and habits. поэтому нужно избавиться от всех ненужных привычек и эмоций. If I have strong anger Вот если on у somebody, меня есть какая-то сильная злость на кого-то, so who is affected? The one who has anger is affected, not the other и person. на кого же она влияет? Она влияет в первую очередь на того, кто злится. So that is an emotion. Это эмоция. So you have to push it, leave the old emotions back. Поэтому нужно избавиться, то есть эмоции отложить в сторону. And then what is vairagya, which is also mentioned in Patanjali? И потом, что же такое вайрагья, которое также упоминается по Патанджали? Both these are mentioned exactly first in Bhagavad Gita and then in Patanjali. И вот оба эти, и Абхьяса, и вайрагья, они упоминаются и в Бхагавад-гите, и в йога-сутрах Патанджали. So what is your question, Sabine? Итак, You have some question? какой у тебя вопрос? Answered? Disappeared. Yes. 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 So you can, this emergency condition also makes you to Ну вот leave. речь идет о том, что вот такие срочные случаи, они заставляют применять вашу волю, как в данном случае, когда врач говорит, что если ты сейчас не прекратишь пить кофе, то ты умрешь. Тогда это вот такой экстремальный случай, и тогда, используя волю, вы полностью прекращаете пить кофе. Вот, так, вот в таких случаях воля работает. But if you can do it with your will before that, then you can avoid this emergency condition. Но если вы будете использовать свою волю до этого, тогда вы избежите эти экстремальные положения в жизни. So vairagya is И вайрагья — это detaching your mind это непривязанность вашего ума, не вовлечение вашего ума, да? detaching. Непривязанность. Detaching or keep non-attaching. Или сохранять непривязанность. Detaching from untruth. Непривязанность к неистине, к неистинному. Also, in our daily life, И также в нашей повседневной жизни, suppose you are hungry, вот, предположим, вы голодны. so that is an indication from your body that your body requires food. Это индикатор того, что вашему телу требуется пища. But if you feel like eating when you are not hungry, Но если вам вдруг захотелось что-то скушать вкусненькое, когда вы не голодны, that is not an indication from the body, that is in your mind with emotion. это уже индикатор не от тела, а от вашего ума и эмоций. The indication from the body is called the need.
И вот индикатор от тела, оно называется потребностью. So when food is needed or required by the body, then you will feel hunger. Вот когда у тела есть потребность в пище, тогда мы ощущаем голод. But without an indication from the body, if you feel like, for example, if I feel like eating a chocolate, Ну вот, например, без индикатора от тела, если вдруг мне захотелось шоколадку, then is it a requirement or is it an indication from the body? No. Откуда возникает это из тела? Нет. Suppose you are in a situation where you feel hungry and where nothing is available before you. Ну вот, например, вы в такой ситуации, когда вы чувствуете голод, но никакой пищи доступной нету. Only you have a piece of chocolate with you. И только у вас шоколадка с собой имеется. Then also you can find whether if you can have a fruit or nut or something. Ну, тогда также вы можете вначале посмотреть, можно ли какой-нибудь фрукт съесть или орехи какие-нибудь. If nothing is absolutely available, then if you are very hungry, then you are no choice, only this piece of chocolate, then you can eat. Ну вот тогда, если уже совсем ничего нет, а только вот эта шоколадка, ну тогда кушаем шоколадку. But you have taken your dinner. И ну вот когда вы, например, съели ужин, your stomach is full. И ваш живот уже полный. So much full that the body is already telling you stop, stop. Что уже настолько полный, что уже ваше тело говорит: все, остановись. And then I don't stop. I want to have this chocolate also to eat. Но я не останавливаюсь, я хочу еще вот эту шоколадку съесть. This is because even though it is not a need, it is not required by body, but it is the mind which is attached to the taste of the chocolate. Вот это не тело, это не потребность тела, это ум, который привязан к вкусу шоколада. And it becomes this attachment is very strong. И эта привязанность очень сильная. Therefore, your mind says, и тогда ваш ум говорит: nothing happens, you eat now, we will see later what may happen. Да ладно, там, давай, кушай шоколадку, посмотрим, да, ешь сейчас, посмотрим, что там будет дальше. If there is some problem tomorrow, you can take the medicine. Now you eat this away. Ну, говорит: да ладно, если какие-то проблемы завтра будут, съешь там таблетки и все пройдет. А сейчас давай съедай эту шоколадку. So, what we have to do is, we have to apply this instrument, vairagya. Vairagya means... И вот что нам делать? Нам нужно применять вот этот инструмент в вайрагья. Detachment. Это непривязанность. Or non-attachment. How we have to use, how to use this? И вот как же применять это? In the beginning, we are not habituated, so it will be difficult, but we have to use it. Вначале нам это непривычно, но мы должны это применять, использовать. So in this same example, и вот в том же самом примере, when your mind makes a proposal to eat this chocolate, а если ваш ум предлагает вам съесть эту шоколадку после полного ужина,
then apply vairagya тогда применяйте вайрагью with the help of your will. с помощью вашей воли. Then is it required or is it only for the taste? И это самое, подумайте тогда, это действительно является необходимым, или это вы просто из-за вкуса хотите? So then surely we have the answer from ourselves. It is not a requirement. Then why you are eating? For the taste. Then no. И тогда, естественно, ваш ум ответит, да, это не является необходимым, а это только для вкуса. И тогда вы говорите, тогда нет, раз не необходимо. So when you change the old habit and you apply vairagya there, and then not for taste, if it is required, we will. Otherwise, for taste, so you are detaching yourself from the influence of taste upon you. И вот таким образом вы себя отвязываете от привычки вкуса. То есть, если вы кушаете только для вкуса, а не по необходимости. И тогда, если вы спрашиваете свой ум, это действительно необходимо или это из-за вкуса, ум отвечает, нет, это не является необходимым. Тогда вы говорите, тогда я не буду есть. И таким образом вы отвязываетесь от старых привычек, применяя вайрагью. Yes? А если человек просит еще несколько добавок, к ужину есть порция, а он еще для добавок просит еще. For example, for dinner, if someone eats one plate and then asking for two more, then is it good or not? Not good. When you can eat only until your hunger is finished. Вам нужно есть до тех пор, пока ваш голод не будет удовлетворен, то есть пока вы не будете больше испытывать голода. In the science of Ayurveda, И вот в науке аюрведа, in the dietetic chapter, вот в главе, посвященной the chapter about diet, посвященной диете, he says that when you are taking your food, там сказано, что когда вы вкушаете, принимаете еду, you observe almost, that is, you are full, almost full, и вы наблюдаете за собой, и когда вы уже почти сыты, and when you can feel that you can eat a little bit more, и когда вы чувствуете, что вы можете еще немножко съесть, stop there. вот на этой стадии останавливайтесь. If you could do this, Если вы сможете это делать, then your health will be always good. тогда ваше здоровье будет безупречным. So you have to detach your mind from any sort of influence to get into wrong action. Вот поэтому нужно отвязывать ваш ум от любого вида неверных действий. In our life, in some situations, В нашей жизни, в некоторых ситуациях, by compulsion, we have to use vairagya. вот By compulsion, when you are мы вынуждены применять вайрагью. Как импульс, что ли?
compulsory. Ампульс. By obligation, you are obliged. В общем, да, в жизни бывают ситуации, когда мы вынуждены применять вайрагью. What are these situations? И что же это за ситуации? Suppose, Ну, вот, например, заболели. Да. suppose you have taken some food or drink which causes disturbance to you. Например, вы съели какую-то еду или что-то выпили, которое привело к нарушению пищеварения. So then, if you take this more, then you will get more problem. Therefore, you automatically, even though you like it very much, you want to be relieved, and then later you want to take it, but for now you will not take it. Тогда, если вы будете дальше кушать это, тогда проблемы будут еще больше. Поэтому вам приходится прекратить это есть. Another example Master has given. И вот и другой пример, который мастер привел. Suppose you are working in a bank. Например, вы работаете в банке, And you are at the window where you have to transact with cash. и вы в том окне, где принимают в валюту, да, наличку. So, when somebody comes with a check, so you take the check in, you pay exactly the amount which is mentioned in the check. Ну, где выдают наличку, и кто-то к вам приходит с чеком, вы смотрите на чек, и вы смотрите точно цифру, сколько денег указано в чеке. Suppose that person is your friend. И вот, предположим, этот друг, это ваш, этот парень, который пришел, это ваш друг. Your girlfriend or boyfriend. Ваш girlfriend или boyfriend. Then, because you love your friend, you cannot give all the money to him. Но поскольку ты любишь своего бойфренда или girlfriend, ты все равно не можешь дать ему больше, чем в чеке написано. And suppose another person came to draw money. И, предположим, кто-то другой пришел, чтобы снять деньги, Whom you don't like and you are angry on that person. который вам не нравится, и вы вообще на него злитесь. So you have a strong emotional problem with that person. У вас очень большие эмоциональные проблемы с этим человеком. Then you say, I won't give money to you. И если вы скажете, я тебе не дам денег, Then you will lose your job. They will remove you from there. Тогда вы потеряете вашу работу. So you must use vairagya. Your emotions and all these things should not play there. You are there only to do this work. Поэтому в таких случаях мы вынуждены применять вайрагью и не следовать нашим эмоциям. So here vairagya is compulsory also. Вот здесь вот именно вайрагья, она вынужденная. Вот это пример вынужденной вайрагьи. Otherwise you lose your job. Иначе вы потеряете вашу работу. Therefore, if better we practice them and apply by ourselves, then we don't have problems. Поэтому лучше, чтобы мы их обоих практиковали, и тогда у нас не будет... лучше, чтобы мы их сами практиковали, и тогда у нас не будет проблем.
So that is why we should have emotional control. Вот поэтому мы должны иметь эмоциональный контроль. Our emotions, Наши эмоции, they largely determine what we do and what we say. They will determine, what we do, what we say, our action наши and our speech. эмоции, они определяют то, что мы говорим, и то, что мы делаем. When I speak to you, Когда я говорю с вами, how my speech influences you, как моя речь влияет на вас, that determines my emotion. это определяет мои эмоции. With your speech, С вашей речью, you can help the other person, вашей речью вы можете оказать помощь другому, you can encourage the other person, вы можете вдохновить другого, you can heal the other person, вы можете исцелить другого. also with your speech you can destroy the other person. И также вашей речью вы можете убить другого. You can completely disrupt the other person. Вы можете полностью уничтожить другого. The speech is a powerful instrument. Речь – это мощный инструмент. How to properly use the speech? И как же правильно использовать речь? That was explained by Manu. Это было объяснено Ману. So we have to always remember that we have to speak truth. Мы должны всегда помнить, что мы должны говорить истину. And also we have to speak in a pleasing manner. И также мы должны говорить в доброжелательной манере. Suppose if I want to speak the truth, but this truth my speaking of this truth may destroy the other person. Ну вот, например, мне нужно сказать истину, но эта истина может уничтожить другого человека. So the Manu says you have to speak the truth, you have to speak in a pleasing manner. Да, и Ману говорит, что нужно говорить истину в доброжелательной манере. When your speaking of truth is very unpleasant and destroying to the other person, когда ваша речь истины, она неприятна и разрушительна для другого человека, then you should not speak.